Друзья, привет! Рад приветствовать всех на своем канале. Сегодня я, как и обещал ранее, решил записать ролик про то, как отрабатывает черный цвет модель TCL 55 диагональ C745. Ну, давайте с вами приступим к просмотру. Этот один из тестов, в котором можно увидеть, как отрабатывает данная модель разные цвета. Ну, как бы в самом конце, насколько помню, здесь вроде был черный цвет. Сразу хочу предупредить, что камера, возможно, передает оттенки не совсем точно, но вот видите, черный цвет полностью, вот черный цвет сейчас отображается, то как есть по факту. Вот можете обратить внимание. Локальные зоны затемнения, как отрабатывает данная модель. После данного ролика я также сегодня хочу снять небольшой обзор про то, как данная модель отрабатывает 120 Гц при просмотре, при использовании с приставкой PlayStation 5. Там также все неоднозначно, я ранее уже в своих видео об этом рассказывал. Вот вы сможете убедиться заранее. Сразу небольшой спойлер делаю по поводу того, что буду снимать на данной модели телевизора, то, как эта модель отрабатывает в играх мультиплеерного жанра. Хочу снять обзор про то, как можно поиграть на этой модели в Call of Duty, вторую часть. Третью часть я пока не приобрел. Кстати, вот обратите внимание, как зоны локального затемнения отрабатываются в данной модели. Можете увидеть, на мой взгляд, достаточно неплохо. Ну и посмотрев видео про то, как модель это отрабатывает в режиме 120 Гц, либо 60 Гц, вы уже для себя примите решение, стоит вам покупать данную модель для использования ее в играх, стоит ли покупать модели, ну, во всяком случае, данную модель со 120 герцовой разверткой, требуется ли это для использования в играх. Так, смотрим следующий ролик, достаточно популярный, ролик с салютами. Вот, можете обратить внимание, как отрабатывает данная модель локальные зоны затемнения. Я сейчас еще с настройками поиграюсь немного, то есть сейчас стоит режим кино, насколько я помню, ну, настроенный мной. Вот. Этот ролик я еще раз перемотаю и в разных режимах также хочу включить, показать вам, чтобы вы посмотрели, убедились для себя.
Кстати, помимо этого, также сейчас включу фильм Джон Уик, ну, небольшой отрывок из фильма Джон Уик. Вы также посмотрите в темных сценах, как данная модель отрабатывает картинку. Ну, на мой взгляд, в принципе, достаточно неплохо. Конечно, эту модель не стоит сравнивать с моделями с OLED-экраном, вот, и с моделями с мини-LED подсветкой, так как в моделях с мини-LED подсветкой локальных зон затемнения гораздо больше. Также хочу сразу на будущее оговориться. Я данный канал посвятил обзору данной модели телевизора. Это сугубо мой личный интерес. Недавно на моем канале один из зрителей, либо подписчиков, не знаю, скорее всего зрителей, обычных мимо проходящих, оставил не совсем приятный комментарий. Ну, там он, может, кто-то видел, я не знаю, там он сказал о том, что какая-то там модель KDL, Sony и так далее отрабатывает гораздо лучше, чем это китайское говно и так далее. Так вот, я сразу хочу предупредить всех, кто хочет писать гневные комментарии, пожалуйста, можете проходить мимо этого канала и писать их в другом месте, так как я за позитив, я сам по себе позитивный человек и не хочу, чтобы на моем канале мой контент, извините за выражение, обсирали. Кому не нравится, просто как бы ищем, что нравится по душе. А тех, кто будет ругаться в комментариях и так далее, я буду блокировать. Я не пожалею своего времени для этого, обязательно заблокирую любого того, кто будет писать гневные комментарии. Если есть какие-то вопросы, пожелания по развитию канала, пожалуйста, пишите, отзывы оставляйте в комментариях. С радостью приму любую конструктивную критику в адрес развития канала. Касаемо Джона Уика, как я и обещал, сейчас небольшая сцена, наверное, я все-таки... Кстати, вот хочу обратить ваше внимание, сейчас я с самого начала включу данный фильм, чтобы вы увидели, вот обратите внимание, с левой стороны сейчас появится сразу, вот смотрите, с левой стороны HDR+, как видите, HDR10+. То есть модель автоматически на нормальных платформах, так образно говоря, да, на нормальных, я имею в виду, на обычных платных платформах. Ничего против бесплатных не имею, но на платных платформах, конечно, качество контента, качество картинки будет лучше гораздо. Поэтому хотелось сказать, что на вот таких вот платформах, как Apple TV, которые я сейчас включил, качество контента будет гораздо лучше. Сейчас я поиграюсь еще с настройками. Сейчас у меня стоит автоматический режим, который телевизор сам включает по сценарию данного фильма. У этого фильма, сейчас, секундочку, у данного фильма, так, Dolby Vision IQ, насколько я помню, включается в данной модели телевизора. Вот, кстати, посмотрите темные сцены, как она отрабатывает эта модель. Сейчас вот паузу нажму, и здесь мы поиграемся немножко с настройками. Так, прошу обратить внимание. Вот видите, сейчас у нас, кстати, режим кино включен. Так, динамический стандарт, спорт. Пардон, немножко я перепутал. Dolby Vision IQ у нас включится в фильме Gemini, но я его чуть позже включу. Сейчас пока в данной модели покручу настройки, посмотрите, как отрабатывается в разных режимах. То есть стандартный режим
слегка автоматически затемнять будет. Спорт у нас тоже яркость на 100%. Кино тоже сейчас на 100% у нас установлено. Так, секундочку. Хотя, наверное, убавлю даже в режиме кино. Хотя, в принципе, пускай будет на 100. Или динамический. Так, смотрим. Так, сейчас нажмем паузу. И здесь тоже покрутим настройки, посмотрите сами, как данная модель способна, Так, кнопки близко расположены, поэтому секундочку. Поэтому иногда промахиваюсь, я в темноте все-таки включаю. Кстати, у этой модели, у европейской сборки, насколько я помню, пульт управления с подсветкой. У данной модели подсветки нет, как видите. Так, режим спорт, кино. Так, давайте, наверное, режим спорт. Ну, или хотя давайте динамический режим поставим. Так, настройки изображения, настройки яркости. Так, автоматически режим движения, четкость движения. Вот динамическое ускорение, кстати, еще есть такой пункт есть. Можно подключить его, либо отключить. Кому как нравится, в общем. Кто хочет более кинематографичную картинку смотреть в режиме типа 25 кадров, можете убавить или вообще убрать этот режим устранения размытости. Вот. Просто вот щелчком таким вот. Либо оставляем. Так, значит, смотрим. Так, сразу, видите, хочу предупредить, что... Так, я немножко там с настройками камеры поиграю, чтобы показать, как на самом деле картинка выглядит. Вот таким вот образом я вижу своими глазами картинку. Даже чуть, наверное... Так, чуть, наверное, сейчас сделаю посветлее, да, потому что собака у него... Я вижу глаза, а по факту, вот, вот так поярче делаем сейчас. Тут как бы вопрос выдержки, яркости. В телефоне ее надо немножечко донастраивать. Так, ну, сразу как бы также оговорюсь, имейте в виду, делайте скидку на то, что на камеру, конечно, вся картинка, то есть в том качестве, в котором вы видите глазами, ну, сложновато настроить и показать. Наверное, вот так вот это должно выглядеть. Вот это вот ближе к реальности уже. Так. Тут, наверное, даже чуть темнее должно быть. Ну, камера как бы не совсем, конечно, во всех сценах все четко отрабатывает. Поэтому этот момент тоже учитывайте. Кстати, я разобрался с тем, как выкладывать видео на YouTube 4К 60 кадров, поэтому данный ролик я его выкладываю в данном разрешении. И, соответственно, качество, сейчас паузу нажмем, качество контента будет, конечно, повыше. Единственное, что загрузка будет чуть дольше, возможно. Так. Снова с яркостью немножечко поиграем. Так, ну вот так, в общем, все это выглядит. Так, итак, друзья, что еще хотелось показать? Тут касаемо Dolby Vision IQ я хотел показать в конце этого ролика. Ну, в принципе, я про режим темного цвета, все, что хотел вам передать, я рассказал. Сейчас вот режим, вот видите, кино как отрабатывал, кстати. Ну, кино намного лучше, конечно, выглядит режим. Сейчас я настройки камеры поднастрою. Так,
Так, и вы посмотрите, какая картинка. Вот, посмотрите. Вот так вот приблизительно, вот так, наверное. Сейчас я поднастрою еще камеру. Приблизительно вот так вот выглядит картинка в режиме кино. Вот. Приблизительно вот так. Да, ну, по факту даже, конечно, почетче. Сложно на камеру это все передать. Все эти зоны затемнения и так далее. И последнее, что хотелось добавить. В фильме «Джемини» есть определенная сцена, которую я хотел бы вам показать. Сейчас, один момент. Кстати, вот посмотрите, видите, с левой стороны Dolby Vision. Сразу включается режим. Вот, смотрим. Dolby Vision. Значит, смотрите. Сейчас немножко перемотаю вот эту сцену. Так, где я вам хотел показать? Момент. Сейчас, один момент. Так, где есть отработка? Кстати, вот еще в настройках обратите внимание, видите, Dolby Vision IQ. То есть телевизор сам автоматически сразу включает вот этот режим. То есть вам ничего включать не нужно. То есть вы включаете фильм, который снят в формате Dolby Vision IQ, и, соответственно, у вас телевизор автоматически этот режим включает. То есть ничего настраивать не нужно. Единственное, конечно, какие-либо настройки, которые вам необходимы, вы можете подкрутить в этом режиме. То есть яркость, цветность и так далее. Сейчас будет сцена, про которую я говорил вам как-то в одном из видео, которую я вот оценил касаемо модели Sony X90J, которая у меня была, в которой замыливалась спина. Не помню, в предыдущем ролике, я не помню, включал или нет, вроде бы не включал. Вот, сейчас вы сможете увидеть, сами убедиться. Там будет определенная сцена, вот сейчас как раз, которую я, конечно, был в шоке, когда увидел, потому что я при выборе модели Sony X90J, вот, смотрите, выбирал ее сравнительно с моделью A90J. OLED-модель рядом стояла. Но я тогда, конечно, пожалел денег и купил Sony 90J, 55-ю диагональ. Как сказать, пожалел? Ну, просто модели A90J не было в наличии, которая не была витринным образцом, да, только витринный образец был, поэтому я как бы не стал рисковать OLED-овскую модель покупать A90J, у которой картинка, конечно, контрастнее будет, чем любой другой телевизор, вот, но у Sony X90J, про который я говорил ранее, там картинка, конечно, была хуже, чем вот сейчас вот TCL отрабатывает. Вот сейчас я вам, да, немножко с настройками камеры поиграю, и вы убедитесь сами. Вот обратите внимание, как выглядит картинка сейчас. То есть вот, видите, вот так видно объект сзади. То есть видите, как тени отрабатываются. На модели Sony вот этих всех моментов не было видно. То есть они были просто темным пятном. Такое ощущение было, как будто просто отключились вот эти вот зоны затемнения. Вот сейчас чуть вперед, вот тут вот особенно. Вот, а здесь вы сможете увидеть, то есть персонаж, и даже, вот посмотрите, можете обратить внимание, как я там отражаюсь слегка. Вот, посмотрите, как видите, даже джинсы видно у персонажа и его рубашку. Так, сейчас, секундочку, вперед включу. Вот здесь, даже вот в этой сцене тоже обратите внимание. Вот видите, как видно персонаж. Так, я немножко отойду.
То есть тоже здесь вот эти вот места, вот эти, к примеру, эти вот, их видно. Вот здесь вот, к примеру. Сейчас я еще с настройками поиграюсь, с настройками темного цвета. Вы тоже как бы обратите внимание на детали. Ой, я аж уже 20 минут снимаю ролик. Ну, я надеюсь, вы ко мне с пониманием отнесетесь. Я все-таки видео снимаю без монтажа. В будущем, может, буду заниматься монтажом, но сейчас у меня времени нет. Я ранее уже говорил, что я изучаю программирование, и, к сожалению, у меня сейчас времени для этого нету, для монтажа. Так, вот обратите внимание, вот темный режим, яркий режим, Dolby Vision IQ. Вот как вот отрабатывать. Можно, да, Dolby Vision IQ, конечно, самый такой более настроенный, более четкий режим. С настройками изображения, конечно, можно тоже тут поиграться. Настройка яркости, уровень черного, видите, здесь на 50% стоит. Видите, если прибавляем, вот так выглядеть будет картинка. Ну, тут можно поиграться, конечно, кому как удобно. Я ставлю, как было изначально. 50. Локальное затемнение высокое, низкое или выключено. Можно вообще выключить его, к примеру. Я ставлю высоким. Так, цветность. Фильтр синего, кстати, более такие цвета, вот обратите внимание, будут теплые. Если фильтр синего поставите. Можно, кстати, оставить фильтр синего, тоже неплохо выглядит. Так. Четкость, сглаживание, то есть высокая, и шумность, то есть тут можно выключить будет также. Ну, в общем, все, друзья, все, что я хотел вам показать, я показал. Вот, поэтому пишите свои комментарии, кому что интересно, чтобы я еще снял. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, если понравился контент. Подписывайтесь на канал. Мне, конечно, было бы приятно, если вы подпишетесь, потому что я буду понимать, что я снимаю что-то полезное для вас, помогаю с выбором, определиться, как определиться с покупкой, стоит эту модель брать или нет. Но я для себя решил выбрать ее. Модель меня полностью устраивает. Всем пока. До новых встреч, друзья.